Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости произошли, предполагаются и какое, исходя из этого движения, наиболее вероятно сегодня произойдет по ключевым активам: доллару, нефти, золоту, рублю, евро и так далее. Так, давайте для начала мы к календарику перейдем. На сегодня вышли данные по индексу потребительских цен в Китае. Здесь инфляция немножко начинает набирать обороты. Но с моей точки зрения, инфляция в Китае, она оказывает более сложное влияние, нежели, например, на Западе. Потому что на Западе, там, если инфляция происходит в разумных пределах, это всегда экономический рост. В Китае вроде бы тоже должно быть так, потому что там осуществляется производство прибавочной стоимости. Но что-то у меня есть такое подозрение, что этот рост, он был связан с тем, что произошел рост на сырьевые товары. То есть это не та хорошая инфляция, которая возникает из-за того, что стимулируется спрос. А скорее всего, с моей субъективной точки зрения, этот рост — констатация рост цен на сырье. Так, друзья, далее. Сегодня данные сальдо торгового баланса Германии. Эта информация носит промежуточный характер, хотя она определенным образом может немножко покачать евро к доллару. Так, ну и далее 17 часов число открытых вакансий на рынке труда США за июнь. Ну здесь как бы ситуация ясная, что рынок труда США, он под микроскопом со всех сторон изучается. Это и число первичных заявок на безработицу, это и общая безработица, и число открытых вакансий. То есть получается такая даже не 3D, а 4D или 5D проекция. Так, друзья, давайте посмотрим, как обстоят дела с ковидом. Так, ну, третья волна, по сути, набирает оборот. Пока в рамках мирового масштаба снижения нету. Происходит рост новых случаев в Соединенных Штатах. И последнее время находится под очень большим вопросом то, что происходит в Юго-Восточной Азии и Китае. Уже на текущий момент по Китаю из-за развития дельта-штамма пересмотрели рост ВВП вместо 8,6, предполагается рост будет 8,3% годовой. Это только исходя из предположения того, как распространился и будет распространяться новый, но уже не новый, уже привычный дельта-штамм коронавируса. Также плюсом ко всей этой ситуации очень неблагоприятная складывается обстановка в связи с урожаем. Отмечается, что в Европе и в других регионах будет потери из-за того, что такие колебания были в температуре. И различные напасти в этом году как-то странно, особенно сильно преследуют. Уже французского вина заготовлено будет на 30% меньше, к сожалению, увы. Но в этом есть и плюс. Возможно, российские производители вина на этой новости будут очень хорошо расти, особенно под Новый год. А новая точка противостояния Соединенных Штатов и Китая — это то, что по информации, которая периодически просачивается в кресло, Китай целенаправленно собирал информацию про американских граждан, и теперь фактически на каждого американца у Китая есть досье. Ну и здесь в ближайшее время весьма вероятно будет новая точка напряженности по освобождению Америки, американцев от всевозможных китайских сервисов. Ну и опять же это касательно того, что будет с китайскими компаниями, которые торгуются на американских площадках. Я думаю, здесь градус накала будет, скорее всего, постепенно увеличиваться. Так, ну вот еще то, что касается вообще, в принципе, военных расходов. Военные расходы, то, что связано в экономике, производство вооружения, содержание армии, наем людей, это тема достаточно сложная и непростая. Тут как бы момент заключается ключевой в том, что то, что производит ВПК, любой ВПК в любой стране, как правило, эти товары, они имеют с одной стороны узкий спектр применения, с другой стороны там, как правило, достаточно высокие затраты, потому что идет ориентация на получение определенного качества, определенных характеристик, не на массовость. То есть, ну там, конечно, есть, там те же автоматы их производят массово, но
одно дело автоматы, другое дело продукция, которая требует более кропотливого применения технологий. Те же беспилотники, различные электронные системы радиолокационные и так далее. Так, ну вот понятное дело, Соединенные Штаты крупнейшие по военному бюджету. Далее вот такая интересная табличка. В принципе вообще состав вооруженных сил, то есть связанных людей с ВПК, с войной и так далее. То есть здесь лидером почему-то получается Россия, только потом Соединенные Штаты. Ну и здесь такой момент, что все, что связано с ВПК, оно, в общем-то, бременем лежит на экономике и на развитии в большинстве случаев во всех странах. Продолжается ожидание того, что какой-то катаклизм, какой-то Армагеддон произойдет осенью. Ну, здесь есть еще определенное соотношение между развивающимися рынками и развитыми рынками Америка, S&P 500 и так далее. Но здесь хотел бы обратить внимание на то, что существует такое мнение, не совсем правильное с моей точки зрения, что американцы напечатали столько долларов, что они скоро будут ничего не стоить. Но дело в том, что вообще нынешняя финансовая система, она таким образом построена, что за счет эмиссий, в том числе долларов, происходит экспорт и инфляции. Поэтому если доллары ничего не будут стоить, то вопрос в том, сколько будут стоить другие валюты. И не будет ли в первую очередь поврежден их покупательная возможность и то, что на них можно купить. Но здесь вот исходя из соотношения, я бы сказал, ситуация все-таки двоякая. Если опираться на то, что было в 1997-2002 году, когда было достигнуто дно в этом соотношении, то здесь как бы получается мы на пороге роста и мировой экономики, emerging markets, но правда этот рост возникнет после какого-то 3-4, возможно 5-летнего нахождения вот в подобном дне. Ну и как полагается, здесь должны произойти какие-то события, кризис, ну или что-то разразится. Так, давайте посмотрим, что еще тут по новостям. Saudi Aramco предполагается выплата очень больших дивидендов. 75 миллиардов они предполагают на это потратить. Уже ищут, где взять финансирование. Здесь есть определенные нюансы, которые связаны с тем, что на текущий момент сократилась покупка саудовской нефти, в том числе Азии. Ну там понятно, ситуация непростая из-за того, что идет сейчас вспышка. Ну где-то вспышка, где-то говорят ожидание вспышки вот этого самого нового дельта штамма ковид, эпидемии. И помимо этого Саудовская Аравия подняла цены на отпуск нефти в Азию, и это привело к тому, что сейчас саудовской нефти покупают меньше. Ну и вообще как бы по статистике нередко возникает такая ситуация, что большие дивиденды платят на так называемом выходе, когда ожидают либо просадку, либо какие-то пертурбации. Ну да, и то, что вот они подзадрали цену для Азии, это, конечно, несколько тревожный звоночек, потому что мы уже сталкивались, когда начинается эта игра на повышение цен, она нередко либо провоцирует какой-то кризис, либо свидетельствует о том, что ну действительно есть какой-то перекос в спросе и предложении, и сейчас вот-вот что-то такое произойдет. Так, ну вот то, что касается цен на нефть, ну да, здесь есть нюанс, который заключается в том, что такие вот резкие движения, они всегда возникают, когда готовится какая-то просадка или, по крайней мере, очень сильный откат. Вопрос только в том, насколько он будет временный или затяжной. Но я все-таки думаю, что на текущий момент вот этот диапазон, который находится от 66.25 до 74, он, скорее всего, будет в обозримом будущем как, ну скажем так, основной средневзвешенной ценой. Ну и вот такая парадоксальная вещь, которая заключается в том, что многие американские сланцевые добытчики, они оказались заложниками неправильных позиций в хеджировании цен на нефть. Они хеджировались через свопы и сделали ставку на то, что нефть будет достаточно дешевой. Исходя из этого, вот они только к текущему моменту из этой ситуации выпутались, а до этого несли убытки.
Это было связано с тем, что в прошлом году, когда произошел обвал, все ожидали того, что цены на нефть будут достаточно низкие, ну там в пределах $40, дай бог, за баррель. И, соответственно, каждый от этого спасался кто как мог. Так, ну вот еще одно мнение о том, что на нефтяных рынках, исходя из того, как происходит добыча нефти в Соединенных Штатах, появляются признаки слабости спроса. Но здесь есть такой существенный момент, сезон ураганов. И сезон ураганов, он может таким образом повлиять, если сильно ураганы будут происходить в этом году, что добыча нефти в Соединенных Штатах, она окажется под существенным давлением. Но если смотреть технически на картину по ценам на нефть, бренд месячный таймфрейм, то действительно у нас на месячном таймфрейме уже получается такая картина, когда рост, который вот здесь шел очень мощный и должен был вести на 94, он фактически срезан. Здесь вопрос уже идет не о том, когда продолжится этот рост, а будет ли здесь продолжаться консолидация в этом диапазоне или последует коррекционный откат, ну, для начала в район 60. Так, но переходя на недельку, здесь у нас получается новый локальный уровень, это 67,5, который, если пробивается, то следующая цель движения по нефти весьма вероятно будет в районе 59. Так, ну и вот дневочка, сегодня она что-то не очень позитивно открылась. То есть, по сути, есть все шансы для того, чтобы потестировали 67,5. Но если переходить на часовой таймфрейм, здесь ситуация с высокой степенью вероятности стабилизировалась. И если мы сегодня не получаем дальнейший откат и, соответственно, пробитие 68-82, здесь уровень локальный, то нас сегодня уже в первой половине дня может ожидать отсюда коррекционный отскок. Цель у этого отскока, первое движение 70,5. Если закрепляемся здесь, то следующий импульс движения будет в район вот сюда, вот 72,35. Таким образом, если у нас не возникает сегодня в первой половине дня пробой вот этого диапазона, то весьма вероятно, что здесь вот позиции разгрузили и будет коррекционный отскок по нефти. Опять же, это не значит, что тренд по нефти развернулся и она начнет расти, пока таких сигналов нету. Речь идет только о коррекционном отскоке. Потому что, как вы сами видели, картина и по месячному, и по недельному таймфрейму, она как раз указывает на то, что инициировано движение вниз, которое может завершиться на 60, если сейчас будут пробиты ключевые уровни. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну, смотрите, сейчас по индексу доллара первая цель движения, она фактически выполнена. Это дневной график. И здесь вам полагается либо немножко проторговаться, либо нужен коррекционный откат на 92,5, уровень, который уже ранее себя очень хорошо показал. Если на 4-часовик переходить, то движение наверх себя не исчерпало, должен быть импульс. И целью этого импульса движение на 93,8. Соответственно, если сегодня-завтра не возникает коррекционного отката с пробитием 92,65 по 4-часовику, то мы вот это движение еще немножко наверх в ближайшее время должны продолжить. Если здесь будет пробой, то может возникнуть очень быстрое движение, цель которого 92,3. Так, друзья, далее криптовалюту давайте глянем. Эфириум. Здесь вообще по крипте пошло сильное движение. Вот попытка разворота на выходных, правда, нарисовалась. Попытка разворота не произойдет, если не будет пробито 2750. Вот этот диапазончик здесь. Ну и сейчас, в общем-то, из-за того, что интерес к крипте с золотом, они немножко конкурируют. Сначала накачивают крипту в последнее время, потом берутся за золото. А когда накачивают крипту, золото испытывает упадок. Так, ну переходя на 4-часовик по эфириуму 2850-2860 уровень, который, если сегодня не пробивается, нас ждет продолжение восхождения. Для начала 3150 и потом, соответственно, движение сегодня-завтра на 3370. Так, друзья, далее золото. Соты по золоту ничего страшного не предвещали.
Но здесь момент заключается в том, что когда начинают собирать стопы, процесс очень быстро может достаточно волатильный и сильный характер приобрести. Недельный график, то есть вот сегодня уже по золоту была высадка десанта, сходили на 1680. Но смотрите, какой здесь момент. Вот это движение, оно по сути собрало все стопы, которые здесь находились. И поэтому на сегодняшний день, исходя из дневного уже таймфрейма, отойдем от недельки, здесь, если у нас возникает удержание диапазона 1720-1740, то на сегодня будет цель движения, попытка сходить и закрепиться на 1764. Вы видите, какие чудесные движения, какой размах. Так, вот переходя на часовой таймфрейм, здесь классический вынос, просто стопы собрали, повысаживали народ. Здесь разворотная формация. Цель этой разворотной формации такая же, как на более старших таймфреймах, вернуться на 1764, здесь закрепиться. Критерий того, что сегодня в течение дня или до обеда даже это произойдет, если не будет пробитие 1720-1718. Здесь диапазон немножко другой, он отличается. Тем не менее, здесь четко прослеживаются определенные значения, которые, если устоят, то развивается движение наверх, отскок, закрепление и дальнейший рост. Так, друзья, далее VIX, по нему было безоблачное закрытие на прошлой неделе, и сейчас он вернулся в консолидационный диапазон, когда американский рынок должен упорно консолидироваться на хаях и ни в коем случае не откатываться. Ну и сегодня вот мы видим S&P, это SRD на фьючерс, торгуется на исторических хаях, берет новые рекорды и ничего здесь не предвещает плохого. Ну или если с недельки на часовик перейти, вот у нас консолидационный диапазон 4420, 4440, соответственно 4420, если не пробивается, все движение, оно будет происходить вот в этом диапазончике. Так, друзья, ну и Китай сегодня отскакивает, несмотря на негативные новости по распространению дельта штамма в Азии. Достаточно неплохо здесь идет движение и попытка вернуться в диапазон выше 5000. Но здесь ситуация, я думаю, следующим образом будет развиваться. Если вот то, что связано с дельта-коронавирусом, оно дальнейшего развития особо не получит, то вполне вероятно он где-то здесь закрепится или достаточно длительное время будет в диапазоне 5000-5100 торговаться. Если сейчас начнут опять поступать ужасающие новости о распространении коронавируса в Азии, то соответственно мы можем увидеть возврат вот сюда вот на 4870. Ну и то, что Китай сегодня показывает позитивную динамику, весьма вероятно это придаст бодрости рынкам, в том числе российскому. Так, друзья, далее рубль-доллар, недельный таймфрейм. Ну смотрите, предыдущая неделя закрылась таким образом, что указывает на вероятное либо какой-то не очень большой рост доллара против рубля, либо нахождение в консолидационном диапазоне, движение в районе уровня 73.62, 73.65. Так, исходя из дневки, у нас получается 73.3, 73.65, вот этот диапазон, он сейчас на текущий момент ключевой. То есть должно быть устойчивое пробитие 73.65 для того, чтобы говорить о том, что все, ужас, доллар начал расти, рубль валится. Динамика идет в сторону роста, доллара, но она пока не сказать, что прям какая-то критичная. Так, ну вот часовик, утренние торги, они, конечно, такие вяленькие. Тем не менее, ситуация, она предрасполагает к тому, чтобы сейчас сформировалось движение на 73.4, тестирование этого значения. И, соответственно, в случае пробоя мы возвращаемся сюда, вот укрепляться в район 73.3. Конечно, здесь разворотная формация на рост доллара, она сформировалась, и сейчас здесь должна произойти проторговочка, консолидация, но среднесрочно в течение недели, конечно же, тренд идет на рост доллара против рубля, цель движения на этой неделе 74,2 рубля за доллар. Так, друзья, переходя на 15 минутку, здесь есть важный момент, который заключается в том, что если вот этого пробоя не будет в ближайшие часы,
и возникнет движение, которое пробьет уровень 73.55, то в этой ситуации отсюда у нас сразу пойдет движение и весьма вероятно закрепление на уровне 73.66, 73.72. Вот в этом диапазоне. Это то, что касается рубль-доллар. Так, друзья, ну, в общем-то, основные инструменты, основные новости. Спасибо за внимание, успешных торгов.